Арест президента и шторм 2025. Наручники на руках одного главы государства, пока другого в прямом эфире избила жена. А третий заканчивает 8 войн. Правда, сам год заканчивается тотальным хаосом. Подводим итоги и вспоминаем главное, что войдет в историю. Вы с нами. Москва окончательно ставит точку и хоронит мирный процесс, хотя сама вторая армия продвигается со скоростью улитки и берет несуществующие города. Сколько раз они обстреляли Украину в уходящем году и сколько людей погибло. Нервы Зеленского не выдерживают. Удар по главе государства, мир без тормозов, стоп-кранов, запретов и красных линий. Никакие законы больше не работают. Даже природа намекает, скоро конец. Есть ли у нас шансы? Самое важное событие года, конечно, по нашей версии, в последнем выпуске «Нехта» в этом году. А все ваши версии и мысли по этому поводу ждем в комментарии обязательно. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Под конец года Москва решила таки поставить точку в мирном процессе, но сделать это по-своему, по-идиотски. Топ-спикеры Кремля заявляют хором об обстреле путинской резиденции на Валдае. Об этом местный диктатор даже пожаловался Дональду Трампу. Я только что об этом услышал, но я не знаю ничего об этом. Это было бы слишком плохо. Мне это не нравится. Это нехорошо. Ранее утром президент Путин заявил мне, что был атакован. Это нехорошо. Не забывайте, я остановил томагавки, я этого не хотел. Одно дело быть агрессивным, другое — нападать на его дом. Сейчас неподходящее время для всего этого. Действительно странно получается, если всего по России запустили 89 дронов и 91 из них по путінській резиденції. Математика тут уходить в отпуск. Чергова брехня Російської Федерації. Зрозуміло, що вчора у нас була зустріч з Трампом. І зрозуміло, що для русських, якщо у нас з Америкою немає скандалу, а ми маємо прогрес, для них це провал. Тому що вони не хочуть закінчити цю війну, спроможні закінчити її тільки через тиск на них. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом 20 января 2025-го быстро превратилось не в смену стиля, а в разворот, который зацепил всех в мире, от корпораций до стран-союзников. Он сразу взялся за дело, объявил ЧП на границе с Мексикой, вышел из ВОЗ и Парижского соглашения по климату. Сразу стало понятно, стабильности в мире будет еще меньше, а Вашингтон будет действовать жестко и считать деньги так, будто это фронт. Ключевой рычаг оказался простым – тарифы. В апреле Белый дом объявил национальное чрезвычайное положение из-за торгового дефицита и запустил универсальную ставку для всех. 10% на почти весь импорт с 5 апреля. Ну а позже для полусотни стран и территорий пошли в ход повышенные взаимные тарифы из-за якобы неравных условий. So, if you look at that, China, first row, China. В ответ прилетело почти мгновенно. Китай ввел дополнительные 34% на американские товары и ограничил в придачу экспорт ряда важных редкоземельных металлов. Дальше ставки разгонялись бешеными темпами до 84%, а затем и до 125%. Доллару было плохо, рынки штормило, старые мировые устои рушились. Отдельной линией прошла Украина, в том же формате, который запомнился именно публичностью. 28 февраля в овальном кабинете на глазах миллионов телезрителей случилась настоящая перепалка между Трампом, вице-президентом Джей Ди Венсом и президентом Украины Владимиром Зеленским. И встреча, где ждали рамочное соглашение по минеральным ресурсам, закончилась срывом без документа. Вашингтон даже приостановил военную помощь и обмен разведданными, но позже возобновил, после того, как Украина заявила о готовности принять американский план немедленного 30-дневного прекращения огня при условии согласия Москвы. Правда, вот Москва не согласилась. А опрос The Economist показал, что половина американцев сочла неуважительным поведение Трампа по отношению к Зеленскому. Финал года администрация закрепила в декабре публикацией Национальной стратегии безопасности 2025 года. Там прямо прописана логика перераспределения бремени, где союзники должны тратить больше на оборону, а США больше не собираются быть опорой мирового порядка в одиночку.
По военным успехам у Кремля тоже в этом году был целый набор. Конечно, далеко не все из них действительно можно назвать успехами, хотя бы потому, что подавляющее большинство даже не было правдой. 27 декабря 2025 Путин заявил о захвате Мирнограда, Родинского, Вильного, Гуляйполя, Купянска. Опровергнуто Генштабом ВСУ все это. Геолокация показывает флаговые акции малых групп без контроля над территорией. Пришли, воткнули флаг и убежали. Аналогичны декабрьские претензии на Покровск, Волчанск, Гуляйполе и Куряш. Фейк для переговоров Трамп-Зеленский. Ну а в реальности руины и стагнация. Кремль использует видео с флагами и карты для пропаганды, маскируя отсутствие взятия крупных городов за несколько последних лет. В настоящее время соединение группировки продолжает ведение наступательных действий в Запорожской области. Передовые подразделения находятся на удалении порядка 15 километров от южной окраины города Запорожья. Доклад закончен. Сколько? 15 километров? Да, порядка 15 километров до окраины. Летнее наступление 2025-го завершилось провалом. Россия захватила 1800 квадратных километров, что составляет 0,3% территории Украины, при потерях от 90 до 210 тысяч солдат. Покровск не взяли, буферную зону на Сумщине так и не создали, прорыва на юге не добились, темп продвижения упал до 14,5 километров квадратных в день. С такой скоростью на 4 области уйдет, примерно времени до 2029 года. К декабрю война по описанию свелась к атакам тысячами порезов. Группы по 4-6 солдат, стагнация на направлениях Северска, Харькова и Сум, огромные потери без крупных городов за 1190 и более дней. Россия. 31 декабря 2025 года. Мороз сдерживает, только мы. Держим площадь. Дорогой Дедушка Мороз, прошу тебя, отправь всех российских мужчин умирать на войну, пожалуйста. Собирайся! Пора умирать за царя на Украине! Папа, подожди! Российский Новый год 2026. Газовая труба внезапно стала коридором войны. В марте 2025-го российские подразделения использовали неработающий газопровод, чтобы выйти в тыл украинских позиций в районе Суджи в Курской области. По сообщениям украинского генштаба и данных медиа, речь шла о проходе внутри трубы шириной около 1,5 метров на дистанцию до 15 километров. Украина подтверждала сам факт проникновения, но заявляла, что атаку отбили, и российская группа понесла потери. Теперь из этой истории пропаганда делает символ. 11 апреля 2025 года в центре Курска на Театральной площади поставили арт-объект. Фрагмент трубы длиной примерно метр на черном пьедестале, прямо как памятник операции «Поток». Одно из немногих обещаний, которое дал и выполнил Путин, касается оно оружия, правда, не факт, что выполнил. Российский диктатор угрожал всему миру натыкать орешников везде и сделать это в кратчайшие сроки. До конца года на боевое дежурство будет поставлен и ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой «Орешник». В прошлом ноябре впервые было проведено ее боевое применение. Высокий уровень подготовки частей и соединений, их способность решать самые сложные задачи подтверждаются и в ходе регулярно проводимых учений. Никто не знает, сколько их уже сделано и что это означает серийное производство. Знает только Лукашенко, который подтвердил, что, может быть, около 10. Десяток это будет максимум. Но будет? И чтобы кровь из носу выполнить обещание, в предпоследний день года уходящего в Беларуси таки выпустили видео, в котором показывают транспортировку орешников куда-то. Но явно не 10. Да и точно ли это орешник, тоже никто не знает. Приказываю на боевое дежурство заступить! Минус 41 стратегический самолет, подлодка «Варшавянка» за $500 миллиарда с калибрами и удары по Крымскому мосту. Эти и другие исторические спецоперации СБУ и украинской разведки мы наблюдали с вами вместе в 2025 году. Операция «Паутіна», как ее назвали, явно войдет в учебники. Лише за кілька годин ворог втратив 41 літак стратегічної авіації на суму понад $7 мільярдів. И в целом чуть ли не ежедневные удары по российским объектам, оборонным заводам и НПЗ. 2025 это явно год ударов по российским тылам.
Дошло до того, что в сверхдержаве бензин закончился. В Крыму выдавали топливо по карточкам, как в старые добрые времена. Всего успешных атак по территории РФ было около 4000 в 49 регионах. Суммируя сводки, в уходящем году Россия нанесла по Украине около 50 тысяч ударов дронами «Шахед», запустила не менее 700 баллистических ракет и 44 тысячи управляемых авиабомб. Всего украинцы пережили не менее 50 массированных ракетно-дроновых атак. Это когда за один раз на головы выливалось более 500 единиц ракет и дронов. Попало нам 4-й раз. Бахнуло так сильно 2 раза, что у меня аж до сих пор вон руки трусятся. Так было страшно. Повыбивало окна, начал потолок сыпаться. Это вообще невозможно переносить. И каждый раз попадает на нашу улицу. ООН сообщает о 2311 погибших гражданских. Самой кровопролитной стала атака на Киев 17 июня. Тогда погибло 28 человек. Моя машина, вот что с ней стало. Это была баллистика, был страшный взрыв, так лупануло. Ну, понятно, мы с кровати все повылетали, повыходили. Ну, это был прилет. Ну, это ракета была. Очень страшно было. Уходящий год запомнился как год протестов поколения Z. Волна молодежных выступлений против коррупции, бедности и бесперспективности прокатилась по миру от Азии до Латинской Америки и Африки. Самые мощные протесты прошли в Непале. Там состоялось свержение правительства. В Перу привело к отставке президента. И на Мадагаскаре. Там протесты привели к бегству президента и военному перевороту. Крупные выступления также были в Индонезии, Кении, Марокко, на Филиппинах и в Мексике. Главное, поколение Z впервые показало, что может не просто протестовать, а реально менять власть. Хотя почти везде ответом стали разгоны, аресты и репрессии. 2025 год выглядел как непрерывная череда катастроф. В Мьянме землетрясение магнитудой 7,7 баллов унесло до 5300 жизней, а в Бангкоке рухнул почти готовый небоскреб. Погибли более 100 человек. Пакистан снова затопили муссонные дожди, свыше 1000 погибших, миллионы пострадавших. Иран пережил худшую за 60 лет засуху. Дамбы почти пустые, введено ЧП. Мексика и Чили выгорали сотнями тысяч гектаров. Японию били тайфуны, а Европа задыхалась от жары выше 40 градусов, потеряв около 2300 жизней за лето. Все это происходило одновременно на фоне войн и кризисов. Ощущение, что мир в 2025-м поехал сразу во всех направлениях. Ну и арест президента Южной Кореи в начале года. Йон Сук Йоль стал первым действующим президентом, арестованным за участие в мятеже. Это привело к политическому кризису и перевыборам. Тут можно сказать только одно: не тот президент. Скандал начался еще до трапа. В Ханое прямо в открывшиеся двери президентского самолета Эммануэль Макрон получил пощечину от Брижит Макрон. Момент попал на видео Associated Press. Удар был не сильный, но заметный. Макрон на секунду растерялся, а затем быстро взял себя в руки и вышел к прессе. Елисейский дворец подлинность видео подтвердил и назвал случившееся шуткой и моментом близости перед визитом. Сам Макрон позже заявил, что они просто дурачились. Ватикан проснулся в новой эпохе за считанные недели. 21 апреля Папа Франциск умер в Ватикане. Причиной назвали инсульт и последующую сердечную недостаточность. 26 апреля прошли похороны на площади Святого Петра, а похоронили его, как он и просил, в базилике Санта-Мария-Маджора. Дальше все пошло по ускоренному сценарию. Конклав стартовал 7 мая, а уже 8 мая над Сикстинской капеллой появился белый дым. Кардиналы выбрали Роберта Фрэнсиса Привоста, который взял имя Лев XIV. 18 мая он возглавил мессу, начало понтификата и в первых обращениях призвал к диалогу и наведению мостов. Год, уходящий для Кремля и для того, кто уходить явно не хочет, прошел под знаком знаменательных срывов, которые больно ударили сразу по 2 витринам – высоким технологиям и войне. Самый болезненный провал года – Байконур. В ноябре при запуске «Союз МС-28» рухнула обслуживающая платформа и уничтожила единственную пусковую установку для пилотируемых полетов. Впервые с 1961 года Россия лишилась доступа к космосу. Никаких космонавтов на МКС
МКС. Кремль обещает починку к концу зимы, но эксперты сомневаются, ремонт может занять месяцы или годы на фоне санкций, коррупции и нехватки ресурсов, усугубленной войной. Космический блок выглядит все более обескровленным. Сеть спутников, предупреждающих о запуске ракет по РФ, сократилась до одной тундры. Фактически, россияне ослепли в космосе, а сам год отмечен серией аварий ракет и спутников. То есть проблемой стала не одна поломка, а повторяющаяся нестабильность. Москва публично твердит про равноправное партнерство с Пекином, но изнутри все звучит иначе. Летом 2025 года российские чиновники, говоря анонимно, фактически признали, без Китая нынешняя конструкция не держится ни в экономике, ни на войне. По их словам, зависимость стала тотальной. Один источник описал ситуацию так, что без Китая Россия, цитирую, не смогла бы сделать ни одну ракету, не говоря уже о дроне, а экономика давно бы рухнула. Путин – непрагматичный политик, и усугубляющаяся вассальная зависимость от Китая – его собственный выбор. Это цена, которую он заставляет страну платить за погоню за мечтой о доминировании над Украиной. Его упрямство и максималистские требования на переговорах, спровоцированных Трампом, прямое тому подтверждение. Дальше начинают работать цифры, и они неприятные. Товарооборот с КНР за январь-июль 2025 года снизился на 8,1%. При этом в ключевых точках именно Китай диктует правила от цен на нефть до доступа к технологиям. По меткому выражению председателя КНР, Китаю необходимо держать в своих руках энергетическую миску с рисом. Россия, располагающая уникальной ресурсной базой, может гарантировать энергобезопасность. Россия остается поставщиком сырья и одновременно потребителем критически важных компонентов, включая микрочипы и детали для ВПК, которые помогают обходить санкции. Подводя итоги, нельзя не сказать об официальном представителе российского МИД. У Захаровой снова сезон громких реплик, и в них уже не дипломатия, а стендап на госслужбе. Выражаясь формулировками пресс-атташе, кто дипломатию танцует, тот ее и в январе она язвила по поводу запрета Зеленского на переговоры, сравнив ситуацию с детским садом, куда привезли наркотики и оружие. А в декабре заявила, что враги России могут использовать дело Ларисы Долиной, чтобы стравливать людей внутри страны, и призвала смотреть на такие истории, как на вызов для общества и власти. Один из самых громких и молниеносных конфликтов разгорался на Ближнем Востоке. Израиль-Хамас, Израиль-Хизбалла, Иран-Израиль и так далее. Кульминация пришлась на июнь 2025 года. Дело практически дошло до полномасштабной войны и ударов по ядерным объектам Ирана. 13 июня 2025 Израиль начал операцию Rising Lion, нанося удары по ядерным и военным объектам и проводя ликвидации лидеров и ученых. Иран отвечал ракетными атаками, а Израиль бил даже по властям в Тегеране. 22 июня США, как утверждается, бомбили иранские ядерные объекты, а хуситы объявили войну штатам. 24 июня под давлением Трампа было достигнуто перемирие, но не все так просто. Граждане Израиля, как ваш премьер-министр, я не сдамся, я не капитулирую перед убийцами, которые совершили самое страшное массовое убийство еврейского народа со времен Холокоста. Такая капитуляция поставила бы под угрозу безопасность государства и вашу безопасность. К октябрю 2025-го перемирие между Израилем и Хамас все же было достигнуто, но довольно хлипкое. Общий итог звучит жестко. Конфликт, который держали в рамках управляемой войны через посредников, за 2024-2025 годы добрался до прямых ударов и открытого обмена ракетами с участием уже не только региональных игроков. Ну и в завершение разочарование года. От такого замерли даже трибуны. Лукашенко упал на льду, но смог подняться. Ну, хоть часть политзаключенных отпустил, включая Бабарика и Колесникову, уже хорошо. Ну а вот то, что отпущенные не смогли принадлежность Крыма определить и агрессора назвать, вот это не очень хорошо, но как есть. В
Киеве рвануло, но не на фронте, а в тылу власти. Антикоррупционные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура раскручивают дело о Энергоатоме. Следствие говорит о схеме откатов в 10-15% от контрактов на сумму около $100 миллионов. В центре истории бизнесмен Тимур Миндич, которого СМИ называют близким к окружению Зеленского. По данным расследователей, обыски начались, когда он уже покинул страну, а в основу дела легли материалы с прослушкой. И вот главный эффект: полетели кресла наверху. 28 ноября Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака, ключевого человека в офисе президента и одного из главных переговорщиков. В России тем временем падает железный информационный занавес. YouTube и Telegram под реальной угрозой. WhatsApp уже блокируется. Все внимание на госмессенджер Max, который полностью контролируется правительством. Но тут у нас есть выход. Мы разработали специальный VPN, который поможет себя обезопасить. Next Step VPN к вашим услугам. Next Step VPN, который мы запустили для вас, нужен не только для галочки и не только для обхода блокировок. Он нужен, чтобы в любой момент у вас была связь, информация и доступ ко всему, чтобы вас нельзя было выключить одной кнопкой. Next Step VPN. 2 клика, и вы всегда на связи. Растет и наша аудитория. Спасибо за вашу активность. Она не была напрасной. В этом году количество подписчиков Нехта во всех соцсетях выросло до почти 7 миллионов. Мы получили еще одну серебряную кнопку, а еще отметили свое десятилетие. В этом году мы вышли на показатели в 600-700 миллионов просмотров во всех соцсетях в месяц, став, пожалуй, крупнейшим восточноевропейским медиа. И все это благодаря вам. Спасибо вам. С наступающим. Увидимся в 2026. Как думаете, он будет получше? Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.